Армения расширяет оборонный диалог с Индией, делая ставку на импорт сравнительно дешевых видов оружия и боеприпасов. Об этом пишет 20 февраля турецкая газета «Стар». Издание отмечает, что в попытке восстановить военно-технический потенциал, утраченный в результате 44-дневной войны с Азербайджаном, Армения в последние годы начала закупать вооружение во Франции и Индии. В Ереване также наладили контакты в военной области с Соединенными Штатами, Грецией, греческим Кипром и Китаем. Газета напоминает, что первый крупный контракт на сумму около $2 миллиардов был подписан Арменией и Индией в 2020 году. Последним звеном этого диалога стал визит в Индию высокопоставленной делегации во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном, который с 10 по 14 февраля посетил международную авиационно-космическую выставку «Аэроиндия» 2025 года. На полях авиасалона прошли переговоры глав Минобороны и представителей оборонных компаний Армении и Индии, говорится в публикации «Стар», где приводятся оценки экспертов, не исключающих налаживание сторонами совместного производства отдельных видов продукции. Турецкое издание поясняет, что главная причина, подталкивающая Армению к активному импорту оружия из Индии – модернизация Нью-Дели российских разработок вооружения, совместимых по своим параметрам с системами оснащения армянской армии. На период 2024-2025 годов Армения обязалась закупить у Индии оружие еще на $600 миллионов. Приоритет Ереваном отдается артиллерийским системам и ПВО, говорится далее в статье. Газета, в числе прочих, приводит информацию о заказе на $41 миллион на поставку в Армению антидронных систем разработки индийской компании Zen Anti-Drone System. Кроме того, в Ереване обсуждают вопрос модернизации 4 самолетов Су-30СМ по линии индийской Hindustan Aeronautics Limited. Первая фаза переговоров по данному вопросу состоялась в конце прошлого года, пишет Стар. Как результат, Индия начала замещать Россию в списке основных поставщиков вооружения в Армению, а Ереван вышел на лидирующие позиции среди импортеров оружия из этой южноазиатской страны. Примечательны слова министра обороны Армении Папикяна, который не исключил использование индийского оружия, как для обороны, так и нападения, пишет турецкая газета. А минусы будут? Отметим, что индийские источники со ссылкой на руководителя Кальяни Групп сообщили, что в 2024 году на экспорт было поставлено 100 единиц артиллерийских систем. Известно, что в 2024 году единственным иностранным клиентом этой группы компаний стала Армения. В страну были поставлены самоходные гаубицы АТАГС. Обе артиллерийские системы имеют калибр 155 мм, соответствующий стандартам НАТО. Гаубица АТАГС обладает рекордной для своего типа дальностью стрельбы до 48 км. Такая дальность достигается благодаря длине ствола в 52 калибра и увеличенному объему зарядной камеры, что позволяет использовать больше метательного заряда. Орудие предназначено для замены устаревших, но все еще находящихся на вооружении вооруженных сил Армении гаубиц Д-20 и их самоходной версии «Акация». Гаубица Марге представляет собой аналог американской М777, установленный на шасси грузовика с колесной формулой 4х4. Орудие имеет длину ствола 39 калибров и предназначено для замены устаревших 122 мм гаубиц Д-30 и их самоходной версии «Гвоздика». Из индийских источников известно, что Армения заказала 8 истребителей Су-30 МК в индийской модификации Супер Сукхой. Планируется довести парк современных ударных воздушных комплексов до 12 машин, которые смогут не только обеспечивать противовоздушную оборону страны, но и эффективно поражать наземные цели. После публикации этой информации в комментариях появилось множество предположений о том, каким вооружением класса «Воздух-Земля» будут оснащены эти самолеты в составе ВВС Армении. Многие сходятся во мнении, что основным оружием Су-30 МКИ станут сверхзвуковые крылатые ракеты «Брахмос», совместная разработка России и Индии. Между тем, из Индии поступили обнадеживающие новости.
Индийская сторона разрабатывает и планирует интегрировать в вооружение Су-30 МКИ крупнокалиберную корректируемую ракету комплекса «Пинака» с дальностью до 300 километров, так называемую «Пинака Air Launched». Ближайшим аналогом этой ракеты является израильский «Рампейдж», уже находящийся на вооружении ВВС Индии. В Греции посол Армении Тигран Мкрчан встретился с председателем Постоянного комитета по вопросам национальной обороны и внешних связей парламента Греции Дорой Бакаяни. В ходе встречи посол Мкрчан обсудил отношения между Арменией и Грецией, а также Арменией и Европейским Союзом, представив последние развития в этих областях. Он также рассказал о последних событиях в Южном Кавказе, в частности, о процессе переговоров между Арменией и Азербайджаном, а также Арменией и Турцией. Было подчеркнуто, что основой для подписания мирного договора должно стать взаимное признание территориальной целостности, основанное на Алма-Атинской декларации 1991 года. Посол Мкрчан выразил обеспокоенность по поводу фальсификаций судебных процессов в отношении армянских военнопленных и гражданских лиц, содержащихся в Баку. Госпожа Бакаяни приветствовала намерение Армении урегулировать отношения с Азербайджаном и Турцией, отметив в частности, что открытие армяно-турецкой границы способствовало бы формированию более конструктивной атмосферы в регионе. Она подчеркнула, что международное право переживает кризис, однако позиция Греции остается ясной. Урегулирование конфликтов должно происходить в соответствии с нормами международного права. Сегодня вызовы, стоящие перед миром, в том числе и нашим регионом, серьезны и их невозможно переоценить. Об этом заявил спикер НС Армении Ален Симонян, выступая на 19-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Средиземноморья. Армения сталкивается с серьезными гуманитарными вызовами и вызовами безопасности. Постоянная угроза применения силы негативно влияет на здоровье любого общества. Для нас абсолютно ясно, что только через мир мы можем достичь стабильности и прогресса. С этой целью Армения активно стремится к установлению стабильного и прочного мира в регионе. В качестве краеугольного камня повестки Дня мира правительство Армении представило проект «Перекресток мира», целью которого является создание новой инфраструктуры и улучшение существующей инфраструктуры для укрепления экономических, политических и культурных связей на Южном Кавказе. Этот проект не был призван конкурировать с другими региональными логистическими проектами, а дополнять их. Цель проекта – создание новых связей между всеми странами региона на основе концепции всеобъемлющего доступа. Его принципы заключаются в том, что вся инфраструктура – автомобильные и железные дороги, трубопроводы, кабели и линии электропередач – будет функционировать под суверенной юрисдикцией стран, через территорию которых они проходят. Каждая страна через свои государственные институты будет защищать инфраструктуру и обеспечивать пограничный и таможенный контроль транспортных средств, грузов и людей, проходящих через ее территорию. Вся инфраструктура будет использоваться для международных и внутренних перевозок. Страны будут использовать инфраструктуру на основе взаимности и равенства, и в соответствии с этими принципами пограничный и таможенный контроль будет упрощен посредством коллективного соглашения. От Персидского или Аравийского залива до Оманского залива и от Средиземного моря до Черного моря будет установлено бесперебойное сообщение по мере восстановления и разблокирования недостающих участков железных дорог и автомагистралей, подытожил Ален Симонян. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.